Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, как лечить цистит у кошек. Цистит – это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Цистит очень часто встречается и у кошек, и у котов. Причем следует отметить, что у кошек цистит встречается чаще, чем у котов. Но у котов цистит вызывает более серьезные осложнения. Цистит у кошек встречается чаще из-за того, что у кошек уретра короткая и широкая, в связи с чем бактерии попадают из окружающей среды в мочевой пузырь и вызывают воспаление. Хотя у котов цистит встречается тоже очень часто из-за специфических особенностей строения мочеиспускательного канала. Причин возникновения цистита у кошек и у котов много. Плюс сюда еще можно отнести и последствия кастрации, ожирения. Это и разнообразные заболевания почек, включая мочекаменную болезнь, и пиелонефрит, и другие заболевания. Цистит могут вызывать и инфекционные заболевания, и даже паразитарные. Огромное влияние на возникновение цистита оказывает стресс. На его часть припадает более половины всех случаев заболевания. Это связано с тем, что при стрессе наблюдается резкий выброс адреналина, а рецепторы мочевого пузыря очень к нему чувствительны. Вследствие этого стенка мочевого пузыря легко раздражается и разрушается. Для того, чтобы понять, почему у котов так часто возникает цистит, надо знать следующее. Моча у кошачьих очень концентрирована и является очень агрессивной средой. Мочевой пузырь у кошек и котов высланы специальным эпителием, который защищает стенки мочевого пузыря. По аналогии можно привести пример с эмалированной посудой. Эмаль защищает будто чайник или кастрюлю от воздействия воды. Вот точно так же и в мочевом пузыре специальный эпителий защищает мочевой пузырь от разъедания его мочой. Хотя то, что моча у кошек является агрессивной средой, то это в некоторой степени даже плюс для кошек. В такой моче микробы не развиваются. По этой причине коты и кошки в возрасте от 8 до 10 лет не склонны к развитию инфекций мочевыводящих путей. И тут получается такая ситуация, что эпителий как бы надежно защищает мочевой пузырь, но очень много причин нарушает его целостность. Как только этот эпителий разрушается, то сразу же возникает и воспаление мочевого пузыря. Как только нарушается целостность стенки мочевого пузыря, то почти сразу же начинает работать и бактериальная микрофлора. При этом наблюдается болезненность и спазмы. У кошки или кота появляются частые позывы к мочеиспусканию, жажда, животные могут передвигаться на полусогнутых лапах, слишком часто мяукают, мочеиспускание болезненное. Все это характерные симптомы цистита. Но ставить кошке диагноз цистит только на основании этих симптомов нельзя. Надо провести дифференциальную диагностику. Это может сделать только ветеринарный врач. Но если диагноз все же поставлен, то план лечения следующий. Животному назначается спазмолитики для снятия спазма сфинктеров и снятия боли при мочеиспускании. Расслабляя гладкую мускулатуру, они позволяют избавиться от боли при мочеиспускании и способствуют увеличению объема отделяемой мочи. Назначаются нестероидные противовоспалительные препараты, которые являются также болеутоляющими и снимают выраженность отека и воспаления мочевого пузыря. Для усиления выведения мочи назначают диуретики. Предварительно перед назначением диуретиков надо обязательно убедиться, что у кошки нет обструкции мочевого пузыря. И если у кошки боль очень сильно выражена, то тогда назначают еще и анальгетики. При цистите мочевой пузырь промывают специальными растворами и назначают уроантисептики для обеззараживания мочи. Антибиотики назначаются после установления возбудителя цистита. Желательно определить чувствительность микрофлоры к антибиотику, а не действовать наугад. Понятно, что когда кошки провели катетеризацию или какое-то другое хирургическое вмешательство, то тогда антибиотики назначаются в обязательном порядке. Для снятия стресса животным назначают успокоительные препараты. Но это понятно. Если более 50% случаев цистита вызывает именно стресс, то не назначить их просто никак нельзя. При применении антибиотиков целесообразно назначать и пробиотики. Они содержат полезные для кишечника микроорганизмы, которые помогают организму при одновременном приеме антибиотиков. Дело ведь в том, что антибактериальные препараты уничтожают не только вредные бактерии, но и полезные. Не забываем при этом назначать и специальные иммуномодуляторы для повышения иммунитета. Они дают возможность ускорить процесс выздоровления, повышая иммунитет и улучшая защитную реакцию организма. Если в моче есть кровь, то тогда кошке назначаются кровоостанавливающие препараты.
Все это ургентная терапия, которая направлена на снятие острых симптомов. Симптомы цистита очень похожи на симптомы мочекаменной болезни, ряда других патологий, лечение которых имеет другие особенности, которые могут серьезно отличаться от лечения цистита. Надо помнить следующее, что очень редко цистит развивается молниеносно. Процесс развивается медленно. И надо следить, чтобы не допустить до острой стадии. Если же все-таки острая стадия возникла, то до того момента, когда вы покажете свое животное в ветклинике, необходимо обеспечить коту или кошке покой и поместить их в тепло. Также надо перестать кормить кошку. Жидкость давать можно. Жидкость прочистит мочевой пузырь, а строгая диета поможет снизить концентрацию мочи. Но при даче жидкости надо быть уверенным в том, что моча у кошки свободно отходит. Если у животного наблюдаются спазмы, то до осмотра его врачом можно дать кошке ножку из расчета 0,2 мг на 1 кг веса или папаверин из расчета 1,2 мг на 1 кг веса. Таким образом можно снять мышечный спазм и снизить болевые ощущения у кошки. При этом также улучшается и кровоснабжение мочевого пузыря. Но это делается уже в крайнем случае. При ярко выраженных симптомах животное все-таки надо поскорее доставить в клинику. После того, как у животного была купирована острая стадия, то дальше придется лечить кошку уже в домашних условиях. Этот процесс может быть длительным. Это уже называется контролем заболевания. Если ничего не делать, то цистит будет периодически возникать и рано или поздно перейдет в хроническую форму. При профилактике и контроле данного заболевания очень хорошо себя зарекомендовали препараты на основе трав или травяные сборы. К таким препаратам я бы отнес фитоэлиту здоровой почки для кошек, нефрокет, стоп-цистит для кошек, кот Эрвин. Сюда же можно отнести и кот Баюн. И хотя этот препарат не предназначен для лечения урологических синдромов, но он обладает спазмолитическим и болеутоляющими эффектами, а также снимает стресс. Также хорошо себя зарекомендовали Urinary Tract Support и Urinary Vet Cat. Все эти препараты, которые я назвал, применяются для ликвидации урологического синдрома при циститах. Что касается препаратов для снятия стресса у кошек, которые также являются неотъемлемой частью при лечении циститов, то я бы назвал следующие препараты. Это кот Баюн, о нем уже я говорил, стоп-стресс для кошек, Фитекс, Джим Кэт антистресс. Это далеко не весь перечень препаратов для снятия и предупреждения стресса у кошек. Есть еще и масса других препаратов. Хорошо себя зарекомендовали при лечении хронических циститов и гомеопатические препараты, такие как Кантарен, Гармель, Кантарис композитум, Лахезис композитум. В случае с гомеопатическими препаратами, то их надо подбирать. В одних случаях одни и те же препараты помогают, а в других нет. Поэтому к их применению надо подходить избирательно. Вообще, что касается препаратов, то здесь нельзя дать какую-то одну универсальную схему. Нет какого-то одного единого протокола. Только изучение конкретной ситуации позволяет назначить тот или другой препарат. Особенно если это касается острой стадии цистита. Ну вот, пожалуй, и все, что касается терапии и применяемых препаратов при цистите кошек. Ну а пока на этом все. Здоровья вам и вашим кошкам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!